В этом видео я займусь самым масштабным и важным за всю историю проекта. Мне предстоит сделать стол, который будет стоять в офисе Lesta Studio, которая вместе с Wargaming работают над игрой World of Warships. Соответственно, стол должен быть максимально тематичным. И мне кажется, что у нас с Романом Храмовым это отлично получилось. В общем, пару месяцев работы двух мастерских поместились в этот небольшой ролик. Приятного просмотра. Итак, стол я решил сделать в виде морской мины. При этом максимально постараюсь воссоздать пропорции настоящего экземпляра. Для этого я и приобрел 12 листов фанеры, которые распиливаю пополам. Теперь при помощи лазерного станка нарезаю кольца. В итоге конструкция будет собрана из 61 кольца, каждое толщиной в 1 см и необходимой шириной, для того чтобы они ложились друг на друга правильно, с небольшим смещением, и в итоге мы получим сферу. Поскольку все кольца разные, файл изначально был составлен с гравировкой каждого кольца. Таким образом, сборка будет проходить намного быстрее и без ошибок. В итоге у нас получилось 61 кольцо. И вот такой вот шаблон для того, чтобы их отцентровать. Конечно же, основная заслуга здесь лазерного станка, так как точность среза очень высокая, и такие сложные проекты делаются просто в удовольствие. Главное правильно составить файл. А так как данный станок прописался в моей мастерской, проекты будут все более интересные и масштабные. Кстати, подписавшись на канал, вы можете легко это проверить. А пока я занимаюсь сборкой корпуса, в другой стране за 1000 километров от меня, Роман Храмов, кстати, так и называется его канал, начинает изготовление диорамы, которая в итоге и разместится в этом столе-бомбе. Лично я очень давно наблюдаю за его каналом, и у меня не стоял вопрос, к кому же обратиться с такой просьбой. И забегая вперед, скажу, что я явно не ошибся. Как вы понимаете, каждое кольцо обильно смазывается клеем, кладется на шаблон-ограничитель и пристреливается шпилечником. Шпилечник, кстати, тоже очень здорово облегчает такую работу. Даже не представляю, чем же можно было его заменить. Обыкновенный скобозабивной пистолет тут бы не прокатил, так как скобы частенько не прячутся ниже уровня фанеры, а частенько даже поднимают щепку. Все эти изъяны не позволили бы в итоге идеально плотно ложиться кольцо на кольцо. Так что это действительно незаменимая штука, смело рекомендую, ссылки на все используемые инструменты есть в описании. На данном этапе корпус будет состоять из нескольких частей, для удобства работы с ним. И первую часть я слегка зачищаю вот такой щеткой. В итоге нам надо убрать остатки клея и следы лазерной резки, для того чтобы в дальнейшем шпатлевка не отвалилась с этих мест. Воу-воу, полегче. А вот теперь уже можно смело наносить шпатлевку. В моем случае автомобильную двухкомпонентную шпатлевку. Да, это не самый дешевый материал, но я хорошо знаком с ним и прекрасно представляю, как же дальше он поведет себя. Поэтому смело могу на него положиться и покупаю 5 вот таких банок. И начинаю их втирать в заготовку. Кстати, фотки с этой штуковиной я выкладывал в своем инстаграме еще пару месяцев назад, когда, собственно, и занимался этим проектом. И тогда никто не смог догадаться, что же это такое. Так что, если хотите видеть актуальный и уникальный контент, обязательно подписывайтесь. Так как в инсте я публикую многие работы, которые никогда не появятся на ютубе ввиду формата. После того, как шпатлевка высохла, я начинаю шлифовку. К слову, для полного высыхания ей достаточно 15-20 минут при комнатной температуре и независимо от слоя нанесения. В этом и есть основная прелесть двухкомпонентных составов. Так вот, это грубая шлифовка, а грани фанерных колец являются маяками. И если такая грань выглядывает из-под шпатлевки, я прекращаю шлифовать. Вот такая небольшая хитрость. В итоге форма получилась максимально правильной. А тем временем Рома уже значительно продвинулся в работе. И я понимаю, что не успеваю за ним. Поэтому возвращаемся к своей работе. Таким же образом я сооружаю вторую половину бомбы. Шаблон, кольцо, клей, шпильки и так много-много раз. А в верхней части стола кладем вот такое кольцо. Именно на него в дальнейшем и ляжет диорама. А отверстие нужно для того, чтобы соединить все провода. А затем открываем очередную банку шпатлевки и наносим уже отработанным способом. Поскольку в оригинале из мины торчат вот такие штыри, я занимаюсь изготовлением приспособы, которая позволит правильно их вставить. То есть под правильным углом и в нужном месте. Делаю разметку и временно прихватываю термоклеем. В итоге приспособа выглядит вот так. Закрепляем ее и вращаем до нужного места. А затем при помощи вот такой каретки высверливаем в строго заданной вертикали и под правильным углом. Просто, быстро и правильно. И так отверстие за отверстием в шахматном порядке. Конечно же, быстро и просто это выглядит только на видео. На самом же деле только на изготовление этой приспособы ушло около дня. И все только для того, чтобы правильно высверлить 12 отверстий. А после ее можно выкинуть, так как повторять такой проект я явно не намерен. А тем временем
временем Рома планирует закончить диораму, и ему, по всей видимости, осталось совсем немного. Следующим этапом я обтягиваю корпус стекломатом, пропитывая его смолой. Делается это для того, чтобы исключить вероятность трещин и просадок, так как шпатлевка нанесена в глубокие полости, и при усадке появились бы полосы по всему периметру. А этот слой стекломата защитит от этого. Но понятное дело, что в таком виде ее не покрасишь. Поэтому слегка равняю и убираю лишнее, а затем снова шпатлюю. Уже финальным тонким слоем шпатлевки, который уже соответствует технологии, и его можно будет смело грунтовать, не боясь никаких усадок. И снова шлифовка, уже финальная шлифовка шпатлевки. Юху! Как вы поняли, это не быстрое дело. С момента разработки макета до первого слоя грунтовки у меня ушло около 3 полноценных недель работы. И тут логично спросить, стоило ли оно того? Да, конечно, стоило. Да одна только мысль о том, что стол, сделанный мной, займет достойное место в офисе Wargaming, стимулировала меня, и даже в таком виде я работал с огромным удовольствием, так как понимал, что на него взглянут люди, которые подарили нам эту легендарную игру. Это что-то вроде моей благодарности, и я старался выложиться на все 100. А создатели World of Warships в который раз уже выкладываются на все 200. И в честь наступления 41-го тысячелетия в мире кораблей дарят крутецкий ивент. С 19 июня в игре появились линкоры и командиры в стилистике мрачной вселенной Warhammer 40 тысяч. В рамках события мир раскололся на две фракции – Империума и Хаоса. В итоге кораблями управляют командиры Юстиниан Лайнос 13 и Артас Рактар Холодный. Мрачная готическая атмосфера Warhammer 40 тысяч придает остроту реалистичной вселенной мира кораблей. В игре доступны флаги и нашивки, а также специальная миссия, наградой за прохождение которой являются контейнеры Warhammer 40 тысяч. Сотрудничество мира кораблей и Warhammer 40 тысяч продлится до 3 июля. Спешите принять участие. Но и это еще не все. За регистрацию по моей ссылке вы получаете подарки на 1000 рублей из премиум магазина, а именно премиум аккаунт на 30 дней, японский премиумный эсминец Тачибана Лима, 1000 дублонов и 1 миллион серебра. А мы продолжаем. Для того, чтобы две части после сборки смотрелись как единое целое, а стол, к слову, будет разборный. Так вот, я шпатлюю две эти части в сборе, проклеив соединение скотчем и протягиваю гибким резиновым шпателем. Он отлично подходит именно для такого нанесения, так как принимает форму корпуса. Перед тем, как шлифовать финальный слой, я наношу совсем немного черной краски. Этот слой называется проявочным. Именно он поможет увидеть все нюансы и изъяны, даже те, которые не видно глазу. Для этого я беру вот такой гибкий рубанок, но тут же понимаю, что он недостаточно гибкий для такой формы, поэтому убираю ребра жесткости. Вот теперь то, что надо. И осталось всего-то еще 2 дня посвятить вот таким движениям. Машинкой это делать уже не вариант, так как ей не получится вывести форму. Она просто-напросто повторила бы все неровности. И вот тут наглядно виден принцип работы проявочного слоя. Краска в нишах остается. И в итоге вот такое темное пятно говорит мне о том, что здесь надо еще поработать, чем я в итоге и занимаюсь. А Рома тем временем делает свою работу. Ссылку на его канал вы, конечно же, найдете в описании. И там же вы сможете посмотреть полноценное видео о создании этой крутой диорамы. Он, кстати, так же как и я, с удовольствием делится всем своим опытом, приемами и лайфхаками. А я тем временем развожу жидкую шпатлевку и наношу ее уже на правильную форму. Делается это для того, чтобы заполнить кратера и поры, и в целом равномерно нанести финальный слой шпатлевки. После того, как этот слой высох, я снова наношу проявку. И при помощи вот такой вот мягкой проставки на орбитальной машинке я равняю финальный слой. На этом этапе уже можно пользоваться шлифмашинкой, но только именно в такой связке, так как форма корпуса уже правильная, а поролоновая проставка полностью ее повторяет. В итоге мы равномерно снимаем слой жидкой шпатлевки, тем самым убирая кратера и мелкие недочеты. А те, которые не получилось убрать этим способом, подмазываем простой автомобильной шпатлевкой. Вообще, это технология подготовки автомобиля к покраске. И знаком я с ней, потому что в свое время много этим занимался. А теперь мне это здорово помогает в моих непростых проектах. Ну и наконец можно грунтовать корпус.
Отверстия, которые были просверлены заранее, распаковываем, но для того, чтобы вставить в эти отверстия ножки, надо их сделать. Из трубы подходящего диаметра нарезаем 4 заготовки, так как только 4 нижние штыря будут сделаны из металла. Остальные я сделаю из дерева, а в металлических элементах привариваем заглушки, и в итоге они выглядят вот так. Они будут выполнять силовую функцию, именно о них будет опираться весь стол. Также они будут чем-то вроде ограничителя, благодаря этому круглый стол не покатится. Также, взявшись за них, стол можно будет перенести с места на место. Главное тут не забыть предупредить Рому, что только за них можно переносить стол. Кстати, как там у него дела? Он походу заканчивает. Но и нам по большей части уже предстоит декоративная доработка. Для этого при помощи ЧПУ вырезаем 12 вот таких вот элементов. Затем грунтую и крашу в черный цвет. Также крашу остальные 8 уже деревянных штыря. Знаю, что в комментах многие скажут, что это не штыри. Специально для вас я уточнил, и конкретно в мини они называются гальвано-ударные колпаки. Но я очень не хотел называть их так на протяжении всего ролика, поэтому уточнил информацию к концу. И пока они сохнут, осталось исправить еще парочку недочетов, которые вылезли в процессе. На нижнюю основную часть стола я наношу разделительный воск. Это воск в спрее. А на верхнюю часть, в местах их соприкосновения, я наношу шпатлевку. И пока она не высохла, быстренько переворачиваю и соединяю обе части. Вся лишняя шпатлевка в итоге вылезла, и в результате при последующей сборке стык этих двух элементов будет идеальный, что очень важно, так как даже небольшая разница по периметру соединительного шва очень бросалась бы в глаза. Ну и как вы видите, благодаря разделительному составу детали идеально отошли друг от друга. Во внутренней стороне верхней части стола я делаю небольшую бороздку, и не для того, чтобы посадить туда картошку, как вы могли подумать после того, как узнав, что я из Беларуси, а для того, чтобы спрятать туда провода, которые должны в итоге запитать светодиодную ленту. А Рома в это время, кстати, тоже занимается светодиодами, для того, чтобы очень реалистично сымитировать выстрелы из орудий, и совсем скоро вы сможете это оценить. Когда все элементы стола готовы к покраске, наконец красим их. Да-да, черную грунтовку черной краской, для того, чтобы получить правильный черный цвет, и в финале покрыть матовым лаком. Гальвано-ударные колпаки я буду приклеивать на автомобильный шовный герметик. И вот небольшой лайфхак. Если слегка подогреть такой герметик перед использованием, работать с ним становится намного приятней. Штука действительно очень надежная и крепкая. К слову, кузовные детали на машинах во многих местах соединяются именно им, так что будет держаться. Главное не забыть сказать Роме, что за них лучше не переносить стол. А, ты занят? Извини. В одной из металлических ножек я просверливаю отверстие. Через него и зайдет провод. Также сверлятся 3 отверстия в столешнице, для того, чтобы закрепить стекло. Делается это вот так. Как вы видите, я прикрепил алюминиевую полосу, для того, чтобы Рома в дальнейшем смог приклеить сюда светодиодную ленту. Ну и наконец момент истины. Первая финальная примерка. А затем упаковка, на которую, к слову, ушло 2 дня работы. Но тут я решил не экономить, так как отправлять за 1000 километров такой груз – это непростая задача. Пару слоев защитной пленки, 14 баллонов пены, да, их реально ушло 14 штук. Мне прям надоело ездить в магазин, но оно того стоило. В итоге посылка из Гродно в Питер дошла в целости и сохранности. Ну что, Рома, твой выход. Как я и предполагал, алюминиевая полоса пригодилась. Тут вы, наверное, спросите, почему я сам не сделал подсветку. Все просто. Рома действительно профессионал своего дела и намного лучше меня знает, какой свет и с какого угла правильно установить, для того, чтобы модели смотрелись правильно. В итоге эту часть стола после сборки будет нереально увидеть. Именно поэтому я особо и не работал над ней. Но Рома даже покрасил провода в черный цвет. А вот самый долгожданный момент – установка диорамы в стол. Но сперва надо запитать выстрелы из орудий. А тут я сразу не понял, откуда в одном из гальвано-ударных колпаков появилось отверстие. Но немного позже все стало на свои места. Рома решил встроить туда кнопку включения-выключения подсветки диорамы. И я как-то даже не подумал об этом. Но вышло действительно круто. А дальше все идет по плану. Провод в ножку, диораму в стол. И именно просматривая этот момент, я вздохнул с облегчением. Так как в итоге все
все стало на свои места. И в целом конструкция получилась успешной. А находясь за 1000 километров друг от друга, скажу вам, что очень непросто конструировать и придумывать такие решения. Теперь предстоит отвезти стол в офис Wargaming и посмотреть на их реакцию. Собственно, для чего все и делалось. Только не за деревянную. Фу. Ребята красавчики. Очень жалею, конечно, что не получилось лично съездить. Все из-за ситуации с карантином. Но вы только посмотрите, что у них в офисе. Спасибо большое Роме и его команде за участие в проекте. И отдельно за эти кадры. Я прям как будто побывал там. Надеюсь, и у вас такое же впечатление. Ссылку на его канал вы найдете в описании. Передавайте ему привет, уверен, ему будет приятно. Спасибо.